Всем привет! Сегодня приготовим закуску из помидоров. Она очень вкусная, яркая и легко готовится. Ее можно приготовить заранее и хранить несколько дней в холодильнике. Помидоры разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Небольшие помидоры разрезаем на 4 дольки. Более крупные разрезаем на 6-8 частей. Всего понадобится 2 кг помидоров. Я использую красные и желтые помидоры, так закуска будет более яркая и красивая. Нарезанные помидоры кладем в миску. Нарезаем большой пучок базилика весом около 70 грамм. У меня зеленый базилик, но также можно взять и фиолетовый. Добавляем его к помидорам. Сюда же в миску добавляем 5-6 зубчиков чеснока. Выдавливаем их через пресс или очень мелко нарезаем ножом. Насыпаем 1 столовую ложку сахара. Добавляем примерно пол столовой ложки соли. Насыпаем пол чайной ложки красного острого перца. Перчим черным молотым перцем. Наливаем 1-2 столовых ложки яблочного уксуса. Его можно заменить столовым 9% уксусом. Наливаем 3-4 столовых ложки растительного масла. Я добавила оливковое. Все перемешиваем. Оставляем помидоры мариноваться примерно на 1 час. Периодически перемешиваем, чтобы лучше распределился маринад. Закуска из помидоров готова. Подаем ее на стол. Закуска из помидоров получилась очень вкусной и ароматной. Готовится несложно и прекрасно подходит к любым блюдам. Такую закуску можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Вторым приготовим рулет из лаваша с колбасой и помидорами. Он яркий, сытный и сочный за счет овощей. Готовится очень просто. Сначала подготовим ингредиенты. Берем примерно 150-200 грамм майонеза и добавляем к нему чеснок через пресс. Все перемешиваем. – 150 грамм колбасы нарезаем сначала пластинками, а затем режем кубиками. 3-4 помидора разрезаем на четвертинки. У помидора вырезаем серединку с семенами. Мякоть помидора нарезаем кубиками. – 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Пучок петрушки и укропа измельчаем ножом. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его подготовленным майонезом с чесноком. Также вместо майонеза можно использовать плавленый сыр или творожный сыр. Сверху выкладываем кусочки колбасы. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края, чтобы было удобнее сворачивать рулет и начинка не выпадала. Посыпаем все измельченной зеленью. Накрываем вторым листом лаваша. Его тоже смазываем майонезом. На лаваш равномерно выкладываем кусочки помидоров. Сверху все посыпаем тертым сыром. Лаваш медленно и плотно сворачиваем в рулет.
Рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник. Готовый рулет достаем из холодильника и нарезаем порционными кусками. Все красиво выкладываем на блюдо. Рулет из лаваша с колбасой и помидорами получился очень вкусным и сытным. Это прекрасная закуска, которая подходит для любого случая. Готовится просто и недолго. Особенно удобно такой рулет готовить летом, в сезон овощей. Обязательно приготовьте такой рулет, это очень вкусно. Третьими приготовим маринованные помидоры. Закуска готовится очень просто и быстро. Она отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. 1 кг помидоров черри моем и на каждом помидоре делаем 2 надреза накрест, примерно до половины помидора. Готовим маринад. Пучок петрушки измельчаем ножом. Точно так же мелко нарезаем пучок укропа. В мисочку насыпаем 1 столовую ложку без горки соли, 1 столовую ложку без горки сахара. Добавляем примерно пол чайной ложки черного молотого перца. Наливаем 2 столовые ложки уксуса. Я использую яблочный, но также можно использовать столовый 9%. Наливаем 2 столовые ложки растительного масла. Сюда же выдавливаем 4 зубчика чеснока через пресс. Все перемешиваем до однородности. В эту смесь кладем нарезанную петрушку и укроп. Все перемешиваем. В кастрюлю кладем примерно половину подготовленных помидоров. На них выкладываем часть маринада с зеленью. Опять кладем помидоры и оставшийся маринад. Все аккуратно перемешиваем ложкой, чтобы маринад лучше распределился по помидорам. Кастрюлю накрываем крышкой и ставим настаиваться помидоры минимум на 2-3 часа, а лучше дольше. Через некоторое время помидоры желательно еще один раз перемешать, чтобы все лучше и равномерно замариновалось. Закуска из помидорчиков черри получилась очень вкусной и ароматной. Она отлично подходит для лета, готовится просто и получается всегда. Четвертой приготовим пикантную закуску из баклажанов и помидоров. Закуска получается настолько вкусной, что от нее просто невозможно оторваться. И к тому же она очень легкая в приготовлении. Попробовав ее один раз, вы всегда будете готовить как минимум двойную порцию. Сначала подготовим все ингредиенты. 700 грамм баклажанов моем и нарезаем кружочками. Подготовленные кружочки баклажанов кладем в один слой на сухую разогретую сковороду. Обжариваем на среднем огне сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Готовые баклажаны должны стать мягкими, цвет они практически не поменяют. Так обжариваем все баклажаны. Шесть средних плотных помидоров тоже нарезаем кружочками. Пластинки помидоров должны быть не очень тонкими, иначе помидоры развалятся. Разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом и выкладываем кружочки помидоров. Помидоры тоже обжариваем примерно по полминуты с двух сторон. Помидоры не должны потерять свою форму. Если вы не хотите обжаривать овощи на сковороде, то их можно разложить на противне, застеленной пергаментной бумагой, и запечь в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Готовые помидоры складываем в миску. С одного лимона срезаем кожуру. Стараемся срезать вместе с белой частью, чтобы осталась только одна мякоть без пленок. Очищенный лимон разрезаем пополам и обе половинки нарезаем тонкими полукружочками. Если попадаются семена, то вынимаем. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. Готовим заливку для закуски. В миску наливаем 200 мл холодной кипяченой воды. 6 столовых ложек растительного масла. Я добавила оливковое.
Насыпаем 2 чайные ложки соли и выдавливаем через пресс 5-6 зубчиков чеснока. В эту же смесь добавляем сок, который стек из обжаренных помидоров. Все перемешиваем до растворения соли. Складываем закуску. В миску с чесночной заливкой перекладываем часть подготовленных баклажанов. Первым слоем в кастрюлю выкладываем кружочки баклажанов из заливки. На баклажаны кладем несколько кусочков лимона. Следующим слоем выкладываем помидоры. Слой помидоров сверху посыпаем нарезанной зеленью. И опять все повторяем. Кладем баклажаны, намоченные в чесночной заливке. Лимон. Вместо лимона можно использовать 50 мл яблочного или винного уксуса, добавив его к заливке. Помидоры и зелень. Так, чередуя слои, выкладываем все овощи. Всю оставшуюся заливку выливаем к овощам. Овощи накрываем крышкой и даем промариноваться хотя бы 4 часа, а лучше ночь. Закуску можно подавать по-разному. Выставить башенками на тарелке или подавать как салат. Также ее можно выложить на хлеб. Закуска с баклажанами и помидорами получилась очень вкусная и в меру острая. Готовится она очень легко и всем нравится. Такая закуска отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Следующей приготовим закуску из помидоров. Закуска получается ароматной, вкусной и готовится очень просто. Главное выдержать время и дождаться, пока она замаринуется. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 кг помидоров разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Каждую половинку помидора разрезаем на небольшие дольки. Подготовленные помидоры кладем в 3-литровую банку. Готовим соус. 2 сладких перца нарезаем небольшими кусочками. Мелко нарезаем большой пучок петрушки весом примерно 60 грамм. Чеснок разрезаем на более мелкие кусочки. Всего понадобится 2 головки чеснока среднего размера. В чашу измельчителя кладем нарезанный перец. Сюда же кладем чеснок, петрушку. Насыпаем 2 столовые ложки соли, 80 грамм сахара. Наливаем 60 мл 9% уксуса и 60 мл растительного масла. Все измельчаем до однородности. Готовым соусом заливаем помидоры в банке. Если любите более острые закуски, то в соус можно добавить красный острый перчик. Банку закрываем плотной капроновой крышкой. Для того, чтобы соус равномерно распределился по помидорам, катаем банку по столу. Маринуются помидоры минимум ночь, а лучше сутки. Банку переворачиваем вверх дном и ставим ее в таком положении в холодильник. Спустя сутки, когда помидоры уже замаринуются, банку переворачиваем в нормальное положение. Это делается для того, чтобы сначала замариновались верхние помидоры, а когда дойдет очередь до нижних, тогда они тоже успеют хорошо промариноваться. Закуска из помидоров получилась ароматной и очень вкусной. Готовится она просто и очень быстро. Обязательно приготовьте такую закуску в сезон помидоров. Это очень вкусно.